В этом ролике я покажу весь процесс укладки плитки на стену, разметку и сверление отверстий в керамической плитке, запил внутренних и наружных углов под 45 градусов, потому что с рельефной плиткой по-другому никак. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал о ремонте и отделке. В предыдущем ролике я показал и рассказал, с чего лучше начинать укладывать плитку на стену. В этом же ролике я покажу непосредственно укладку рельефной плитки с использованием СВП и что же из этого получилось. Поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. И первое, с чего начнем, это что понадобится для укладки плитки. Для замеса плиточного клея понадобится миксер, но можно использовать дрель или перфоратор при небольших объемах. Гребенка, в моем случае 10 мм, черепашки, у меня их целый набор, от 30 до 3000. От 30 и 50 немного больше. Они нужны для шлифовки и обработки торцов при запиливании углов под 45 градусов. Ну и также выручает при прирезке плитки к полу. Ну и конечно же болгарка, желательно с регулировкой оборотов. Коронки по керамике разных диаметров. Ну и конечно дрель. Электрический плиткорез с возможностью запила углов под 45 градусов и новый диск, чтобы меньше сколов было. На крайний случай подойдет и ручной. Лазерный уровень, хоть с красным, хоть с зеленым лучом, главное, чтобы правильно показывал. Система выравнивания плитки, я пользуюсь миллиметровой, и клещи для удобства работы. И в дополнение дистанционные крестики. Ну и на самом деле много чего. Но это не самый дорогой инструмент, но самый минимальный набор. Если же у вас, конечно, не рельефная плитка, то из этого списка можно вычеркнуть электрический плиткорез. Ну а теперь приступаем к работе. Следующий пункт — это замес плиточного клея, раскладка и укладка плитки. Укладывать плитку буду согласно чертежу, который мне предоставил заказчик. Хоть он мне и не сильно нравится из-за подрезки по краям, но все равно сделаю небольшую корректировку. Так как плитку разложил в предыдущем ролике, то можно замешивать плиточный клей. В чистую емкость наливаем чистую воду, засыпаем сухую смесь и тщательно перемешиваем. Согласно инструкции, необходимо выждать несколько минут перед повторным перемешиванием. А в это время доделаю разметку на оконном откосе. Для этого переворачиваю плитку обратной стороной и ставлю метку. И вторую метку равной толщине плиточного клея с миллиметровым запасом. С помощью лазерного уровня совмещаю лучи с отметками как по вертикали, так и по горизонтали. Вот отсюда и начну укладку. Теперь повторно перемешиваем клей и приступаем к работе. Кстати, клей должен получиться средней густоты, не сильно жидкий и не сильно густой. Плиточный клей можно нанести гребенкой на стену, но не в этом случае, так как по мне стиль на таких стенах не разгонишься, и поэтому я наношу клей под гребенку на плитку и на стену. На стену только на сдир, так плитка точно не отвалится. И приклеиваю первую плитку, совмещая левый край и верхний с лазерным лучом, и за этим нужно следить, так как от этого и будет зависеть дальнейшая ровная укладка плитки, как по горизонту, так и по вертикали. Аналогично со второй плиткой, но уже использую СВП. На один край 4 штучки. Если использовать чисто СВП и без крестиков, то первый ряд более чем вероятно, что получится идеально. А вот на втором, третьем и следующих рядах возможно будут расхождения по швам из-за размеров плитки. А с крестиками можно избежать этих проблем. Где-то крестики, а где-то и можно вставить клин. СВП я использовал по одной причине, так как здесь 3 вида плитки. И естественно плитка вся горбатая, еще и по-разному.
А с помощью СВП я могу ее немного выровнять относительно друг друга и получить более ровную плоскость, которую я вам позже покажу. Клини я использовал не те, что показал изначально, они красные и более жесткие, а использовал синие, так как они более мягче и принимают форму рельефа плитки, а именно фаски по краям, и выравнивают плитку как и по плоскости, так и по краю плитки. Но цвет здесь не важен, они могут быть как красные, черные, синие, тут дело в ребрах жесткости. На синем только одно ребро жесткости по центру, на красном и черном два больших ребра, и они намного жестче. Учитывая даже тот момент, что я сам оштукатурил стены и они идеально ровные, но никто не отменял процесс проверки плоскости и уровня уложенной плитки. Это так, на всякий случай. Не успел разогнаться, как сразу необходимо просверлить отверстие. Размечать отверстия можно разными способами, а вот один из них. Для удобства разметки на плитке лучше всего приклеить малярный скотч, так как по нем делать отметки гораздо проще и лучше, чем просто карандашом по плитке. Затем с помощью угольника ставлю метки на приклеенные плитки рядом и переношу эти метки на плитку, которой необходимо просверлить отверстия. И также делаю метки по вертикали и также переношу на плитку. С помощью угольника чертим линии по вертикали, так и по горизонтали. Но главное, чтобы угольник реально был ровный. И по пересечениям линий получаем ровные квадратики, с которыми легко найти центр сверления. Если алмазная коронка с направляющим сверлом. Ну, в общем, такая, как у меня. Вот так все ровно получилось, но я буду повторно проверять, так как у меня нет права на ошибку, так как нет запасной плитки, что на самом деле очень замедляет процесс укладки плитки. Но ничего, медленно, но уверенно. Если на коронках направляющее сверло затупилось, то проще заранее просверлить отверстие пером. Ну а чтобы постоянно не смачивать коронку, то проще вырезать из кухонной губки кружок, равный диаметру коронки. Пару раз смочил, и этого достаточно. Коронка постоянно мокрая, да и прослужит намного дольше. Отверстия готовы, убираем скотч, протираем плитку. Обязательно уделите внимание обратной стороне плитки, чтобы она была чистой. Ну и конечно проверяем. Если все отлично, то можно приклеивать. При зажиме клиньев плитка разъезжается в разные стороны, но это в основном на первых 3-4 плитках. Потом отъезжает только крайняя плитка, которую нужно придерживать. В процессе укладки первого ряда клей понемногу застывает, поэтому лучше сверху заранее вставить зажим, ну или просто убрать немного плиточного клея в тех местах, где нужно вставить зажим. Отверстие для полотенцесушителя размечаю и просверливаю аналогично, но только диаметр коронки немного больше.
Вот и закончился сложный участок. Можно немного разогнаться, но не намного, всего лишь на 2 плитки. И тут угол, а вот с углом поинтереснее. Ну и конечно, многие обратили внимание на центровку плитки и размерах подрезки, но как я уже говорил, все согласно чертежу. Итак, как же поступить с углом? Все очень просто. Сначала запиливаю угол на той стенке, где нет еще уложенной плитки, а потом по этой плитке запиливаю второй угол. Так как плитка рельефная, то просто состыковать плитку не получится. Такой зазор силиконом не спрятать. Поэтому есть 2 варианта стыковки плитки в углу. Это запил внутреннего угла под 45 градусов, ну или же с помощью черепашки на одной из плиток вытачивать торец относительно плоскости плитки и всех неровностей. Как по мне, нет никакой разницы. Согласно раскладке, угол запиливается не по самому краю, а пару сантиметров от него. Наклеиваю малярный скотч и отмечаю. По 2 меткам рисую линию, так проще контролировать линию реза. Кстати, отмечать лучше ручкой, так как линия получается четкой, не смывается водой при резке на мокрорезе. После разметки необходимо запомнить размер, где точно должен быть рез. Выставив на плиткорезе угол под 45 градусов, отрезаю, но не по линии, а пару миллиметров от нее, чтобы потом точно можно было доработать угол черепашкой. Угол получился ровный, но есть незначительные сколы, которые можно убрать с помощью черепашек. После каждой резки плитки на мокрорезе вымываю, но перед укладкой тщательно просушиваю. Опять же приклеиваем скотч и повторяем разметку. Чтобы меньше пылить, желательно использовать пылесос. И теперь доводим угол по линии до идеала. Готовую плитку прикладываю на свое место и от нее замеряю вторую плитку с учетом толщины шва и толщины плиточного клея. И повторяю то же самое, что и с предыдущей плиткой. Прикладываю 2 плитки и стыкую в углу. В качестве плиточного шва использую пластины равной толщине плиточного клея. Если все в порядке, можно приклеивать, но при этом запомнить размеры, по которым можно подготовить плитку в углу для следующих рядов. Но это еще хорошо, если ровный угол. Если бы штукатурка была бы неровной, то я думаю, что здесь бы я задержался надолго. При приклеивании узкой подрезки желательно на нее сильно не давить, а лучше придавить уровнем или правилом относительно плоскости по уже уложенной плитке рядом. А при зажиме клиньев придерживать плитку с торца, чтобы она не отъехала в сторону, а затем повторно проверить плоскость. Приклеивая вторую плитку, равняю шов в углу. Так как плитка немного горбатая, то посередине дополнительно вставляю клин, чтобы получить ровный угол.
И продолжаю укладку согласно схеме до следующей остановки, а она будет через 2 плитки, так как необходимо разметить и просверлить отверстие под подрезетник в стене. И сместить розетку немного в сторону. Теперь приступаю к разметке для того, чтобы просверлить отверстие в стене под подрезетник. Размечал по факту, так как будущая розетка попала на плитку с рисунком. Для сверления взял коронку по бетону и перфоратор помощней, чтобы маленький перф не угробить, и сверлил на малых оборотах. Тут еще главное сильно не увлекаться и не просверлить насквозь, так как перегородка всего лишь пол кирпича. Отверстие под подрезетник разметил таким образом, чтобы оно было в центре квадратика. Как мне кажется, это будет намного красивей. Когда дошел до угла, то тут я и остановился и продолжил укладку плитки на противоположной стороне, где будет установлена ванна. Опять же повторюсь, была бы ванна в наличии, то я бы начал укладку от ванны, так как потом ее установить намного сложнее и проблематичнее. А также нужно было делать вырез плитки и утапливать ее, потому что как минимум из-за фаски не получится сделать маленький аккуратный шов из силикона. А угол запиливал так же, как и самый первый. Но в процессе просмотра данного ролика можете обратить внимание, что нигде нету повторений. То есть это результаты раскладки. Конечно же, не показал, как я крутил и вертел эту плитку в другой комнате, потому что это многим будет неинтересно точно так же, как и мне. Просто можете посмотреть, какой в конце получится результат. Возвращаюсь на тот же угол и продолжаю укладку. На узкой подрезке сделал заводской край к стороне дверного проема, так как выше укладка будет от заводского края к заводскому. Желательно разметку сделать быстро и приклеить плитку на другой стороне проема, чтобы скорректировать плоскость узкой подрезки, а то можно ошибиться и приклеить ее криво. Теперь проверяем плоскость. Если все в норме, то продолжаем укладку плитки дальше, но при этом следим, чтобы две плитки не отъехали в сторону. Ну а чтобы постоянно не мерять, то проще сделать отметку на опорном профиле внизу.
Итак, первый ряд готов, первый ряд от профиля. И как вы можете заметить, один из углов я не трогал, о нем поговорим чуть позже. Ну а чтобы не бегать по 100 раз и перемерять ширину подрезки, на каждую угловую плитку приклеиваю малярный скотч и записываю размеры, по которым, опять же ориентировочно, буду запиливать углы на втором и третьем ряду. А вот вам и пример, для чего же я использовал СП и как ровно все получилось. По-моему, получилось неплохо. Ну а теперь по готовым размерам отрезаю и запиливаю плитки по углам. Сразу же подготавливаю плитку нужного размера по одной стороне дверного проема и согласно шахматной раскладке, а также ориентируясь на схему, раскладываю плитку по полу для второго ряда. Когда все подготовил, можно укладывать второй ряд, и начинать можно с любого угла, но тут полегче, хоть отверстий нет. Единственное, что не подготовил, это наружные углы для оконного откоса, к нему я вернусь чуть позже. Если я укладываю следующий ряд на следующий день, то сильно плитку не задавливаю, а наоборот, делаю так, чтобы она немного выпирала относительно уже уложенной плитки, чтобы компенсировать усадку. И после застывания плиточного клея они совпадали между собой по плоскости. Если этого не сделать, то клей даст небольшую усадку, так скажем очень маленькую усадку, и плитка уже не будет совпадать между собой. Переходим к оконному откосу. Конечно же, проверяем открывание окна и приступаем к разметке. На подкладке равной толщине плиточного клея укладываю плитку с зарезанным наружным углом и делаю отметку, по которой буду запиливать угол, как по вертикали, так и по горизонтали. Далее совмещаю лучи лазерного уровня по этим меткам. И без клея укладываю плитку также с крестиками и фиксирую их СВП и наклеиваю малярный скотч для разметки и размечаю. Теперь плитку убираю, записываю все размеры и запиливаю на электрическом плиткорезе, также с отступом пару миллиметров от линии, чтобы потом доработать угол черепашкой. Тут, кстати, пришлось резать плитку против шерсти, так сказать. В принципе, все получилось, но от угла отступил более 1 мм.
Конечно, углы получаются со сколами, но это я сейчас исправлю. Клеим скотч и заново размечаем по записанным отметкам. Теперь это все дело сначала прохожу грубой черепашкой, соблюдая угол и не доходя до линии в 1 мм. Меняю черепашку на более мелкую и дошлифовываю торец плитки, так как он не должен быть острым, иначе этот угол быстро отколется. Плитку вокруг откоса я сразу же укладываю без проверки, так как я запилил угол по отметкам и думаю, что все хорошо. Сначала я просто приклеиваю плитку и фиксирую СВП, но сразу не зажимаю, чтобы край можно было выставить по лазерному лучу. Как только я выставил край по лазерному лучу, только потом зажимаю. Как вы можете заметить, то на угол пошла целая плитка. На ней я тоже запилил угол. Хотя по раскладке плитка должна выступать за откос в пару сантиметров, согласно чертежу. Но я сдвинул ее в сторону по нескольким причинам. А именно, если сместить плитку как по схеме, то подрезка слева становится еще меньше. И тем самым это похоже, ну я думаю, вы уже догадываетесь на что. Хотя и так не особо. Также необходимо следить за вертикальным уровнем, чтобы потом плоскость совпала с верхней плиткой. Остатками клея заделал штробу на откосе. Теперь вот и пригодится надколотая плитка, которая была в середине пачки, как раз для дверного проема с переходом на перемычку. Отметив расстояние от пола с учетом будущей уложенной плиткой, чтобы межкомнатная дверь поместилась и остался зазор для пены в 1,5 см. И по этим размерам сразу подрезаю плитку над дверным проемом. Все так же по принципу, как и с предыдущим рядом, подготавливая угол для откоса следующего ряда.
Угол, где невозможно подлезть черепашкой, дотачиваю мелким напильником, чтобы получился ровный угол. И мелкая наждачка, конечно, тоже пригодится. Все готово. Предварительно раскладываю, проверяю и приклеиваю плитку по своим местам. Естественно, синие клинья у меня закончились, поэтому убираю крестики на приклеенные плитки, которую я уложил вчера, и с помощью резинового молотка с легкостью удаляю клинья. Когда швы чистые, то удалить клинья и отломать зажим от подошвы несложно, а если швы грязные и все в клею, то зажим придется вырезать малярным ножом, поэтому швы лучше чистить от клея сразу. Клинья отдельно, а остатки зажима в мусорку. Ну или когда-то их можно использовать вместо крестика в 1 мм. И продолжаем укладку плитки. Также подготовил все плитки по углам. Но тут, я думаю, можно и без комментариев. Единственное, что хотелось сказать, это о плюсах при использовании СВП. Легко можно укладывать плитку над дверным и оконным проемом и не использовать подпорки, чтобы плитка не сползала вниз.
Предпоследний ряд готов. Теперь промеряем от края плитки до самого верха и находим самое маленькое расстояние. Это и есть самая низкая точка, если, конечно, лазер настроен. И относительно этого размера подрезаю всю плитку. Ну а если бы я укладывал керамогранит, то естественно я бы от самой низкой точки еще бы отступил 5 сантиметров вниз. И вот это пространство по периметру я бы заделал плиточным клеем, чтобы удобнее было закрепить профиль для натяжного потолка. Так как многие знают, что сверлить керамогранит нету особого желания. А керамическая плитка сверлится в принципе без проблем и не составляет никакого труда насверлить много отверстий и закрепить профиль. Ну а там в принципе выбор за вами. В итоге остаток после подрезки — это полоса, равная 3 см. Из них 1 см фаски. Это все было просчитано заранее, что к полу прирезка была без фаски, чтобы сделать аккуратный силиконовый шов, и естественно также вверху, но для того, чтобы ровно закрепить профиль для натяжного потолка. Подрезка готова, можно приклеивать. При укладке подрезки вверху также нужно следить за уровнем, так как силы можно не подрасчитать и задавить плитку сильнее, чем нужно. Отверстие под вентиляционную вытяжку сделал по самой вытяжке. Отверстие сделал с помощью болгарки, так как такой коронки у меня нет, да и в принципе она не нужна. Если и будут сколы, то либо край можно доточить и убрать сколы, либо они перекроются накладкой самой вытяжки. А также отверстие лучше сделать с небольшим зазором, чтобы при установке вытяжки не сжать трубу и не нарушить работоспособность вентилятора. Итак, вверху все готово. Приступаем к напольной плитке, ну и к подрезке первого ряда. Для этого откручиваем опорный профиль, хотя его можно было снять и после укладки второго ряда, когда клей схватился. Ну и убрать излишки застывшего клея снизу плитки. Но есть небольшой косяк, невозможно ставить СВП. Но тут либо нужно изначально не докладывать немного клея по углам, либо потом реноватором проделать вырезы клея, чтобы вставить СВП. Еще перед укладкой напольной плитки я сразу запилил внутренний угол по первому ряду. Так проще подогнать и потом только подрезать по низу. Забегая немного вперед, мне все-таки придется показать вам уже уложенную напольную плитку, которую я хотел бы показать вам в следующем ролике. Как сделать укладку напольной плитки на неровные полы. Но пол есть пол, стены есть стены. Поэтому в этом ролике я покажу сразу же, как я сделал подрезку первого ряда и как ровно ее приклеить, чтобы не было вот этих вот внутренних завалов. Для того, чтобы сразу подрезать плитку первого ряда, я использую подкладки, равные толщине шва плюс около 1 мм зазора снизу и замеряю расстояние до низа второй плитки. Отмечаю на плитке и отрезаю. Затем немного подтачиваю черепашкой. Черепашки подбираются по факту. В моем случае сотая не оставляет сколов. Можно в принципе этого и не делать, но я хочу, чтобы то, что дальше скроется под силиконовым углом, все равно все было ровно и красиво с одинаковым зазором по всему периметру.
После подрезки проверяю. Если все подходит, значит приступаю к следующей плитке. И так все остальные. Ну а там, где отверстие, подрезаю плитку сначала по высоте и подтачиваю, а затем размечаю и просверливаю отверстие. Хорошо, когда все готово. Теперь можно все обратно разобрать и сложить в определенном порядке. И спокойно приклеивать. Во многих санузлах я встречал такую проблему, где первый ряд в самом низу постоянно завалены, и это в основном происходит при установке клиньев снизу. А сейчас я покажу, как этого избежать. Также наносим клей и на плитку, и на стену. Устанавливаем зажим. И сначала укладываю миллиметровые пластины, 2 штуки по углам. И прикладываю плитку, затем придавливаю. Но не сильно. Далее вставляю клин и только потом не сразу снизу клиня и плитку поднимаю вверх, а сначала плитку поднимаю пластинами, тем самым не задавливая низ плитки, а только потом вставляю клин. Проверяю плоскость уровнем, но можно длинным правилом относительно уже уложенной плитки сверху. Но, как правило, она должна быть в уровне, и зажимаю клинья. А вот вам и результат. Но если смотреть с одной стороны, то все хорошо. А если посмотреть с другой, то можно увидеть кривизну плитки. И приклеиваю плитки дальше. Ну а на следующий день, когда клей застыл, убираю крестики и клинья. Вся работа выполнена аккуратно и без испорченной плитки. Но, как я говорил, плитки не хватало, и в итоге вот что нашел заказчик. Найти такую плитку, видимо, уже намного сложнее, но в принципе я об этом и догадывался. Но он все-таки нашел. Но только с рисунком и светлую, хотя с рисунком у нас была только темная. И эту плитку я укладывал на оконный откос. В принципе, ее тут даже и незаметно, что она отличается по оттенку. А другую часть плитки я покажу в следующем ролике. Вот поэтому я и не трогал тот угол, где находится ввод воды. И как бы небольшая ниша. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Ну а по желанию можно подписаться на канал. Увидимся в следующем ролике.